Мертвое море. Самое необычное море в мире. О нем много пишут и говорят. Но что является фактом, а что мифом? Об этом мы узнаем сегодня. Итак, мы едем на Мертвое море. Мы находимся на уровне моря, нулевая отметка. И вот такая прекрасная аттракция, можно покататься на верблюдах. Мы находимся на минус 300 метров ниже уровня моря. А спуститься нам нужно на минус 436 метров. Это уровень Мертвого моря на сегодняшний день. Жарко. Мертвое море. Но то, что это море, совсем не факт. На самом деле это не море, а большое соленое озеро, в которое впадает река Иордан и которое не имеет сообщения с Мировым океаном. Друзья мои, Мертвое море – это самое низкое место на Земле. И это факт. Но не здесь. Мы находимся в южной части Мертвого моря. И это не самая низкая точка на Земле. Самая низкая точка на Земле вот там, в северной части Мертвого моря. Побережье Мертвого моря находится на 436 метров ниже уровня Мирового океана, а проходящая вдоль западного побережья Мертвого моря трасса номер 90 является самой низкой дорогой в мире. Мертвое море – самый соленый водоем в мире. Смотрите. И это миф. Содержание соли в Мертвом море 34,4%, что в 10 раз выше, чем в Средиземном море. Но в мире есть 6 водоемов, соленость которых выше, чем в Мертвом море. В Мертвом море нельзя утонуть. Не верьте, это миф. В обычных морях утопление возникает при нарушении газообмена в легких при попадании в легкие большого объема воды. В Мертвом море эти процессы возникают при отеке легких, вызванном даже небольшим количеством воды, попавшим в легкие при вдыхании гиперсоленой воды и даже при ее глотании. Мертвое море обладает удивительными целебными свойствами. И это факт. В море нет аллергенов, и оно содержит уникальный состав минералов. Грязи Мертвого моря обладают сильным регенерирующим действием. Сама Клеопатра имела здесь свою резиденцию, и по легенде, климат этого района – часть секрета красоты Клеопатры, наравне с молоком ослицы и уникальным бальзамом, который она производила здесь. Мертвое море – самое красивое море в мире. И это неоспоримый факт. Пейзажи Мертвого моря уникальны, так что если вам нужны умопомрачительные фотки, то вам сюда. В Мертвом море нет жизни. И это миф. Мертвое море на самом деле живое. Разумеется, из-за его солености здесь нет водорослей, рыб и членистоногих. Но в нем обитают некоторые виды грибов и бактерий, которые живут за счет энергии солнечного света. Согласно легенде, Мертвое море может стать пресным. Но мне в это верится с трудом. Библейские пророки, в том числе Иезекия,
утверждали, что в один день Мертвое море станет пресным. Согласно недавним научным исследованиям, на дне Мертвого моря открылись источники пресной воды. И кто знает, может, это и есть начало исполнения пророчества. В районе Мертвого моря уникальный климат, и это факт. В районе Мертвого моря наблюдается 330 солнечных дней в году. Воздух содержит дополнительный кислород и бром, что оказывает расслабляющий и успокаивающий эффект. Мертвое море умирает, но это не факт. Уровень Мертвого моря снижается с угрожающей скоростью на 1 метр в год. И все-таки оно может сильно уменьшиться, но полностью не исчезнет. По мере того, как уровень воды снижается, ее плотность и процентное содержание соли возрастают, и рано или поздно наступит момент, когда масштабы испарения будут совпадать с объемом поступающей в море воды. Таким образом, наши потомки получат маленькое озеро, к которому невозможно будет подойти из-за опасной береговой зоны, напичканной карстовыми провалами. Кстати, 4 месяца назад вот здесь, именно в этом месте, была вода. Представляете?